Привет всем! В этом видео я расскажу вам, как ввести идеальный ровный контур, а также про типы иголок, которые понадобятся вам в процессе. В качестве примера я буду использовать 4 линии и 2 круга, которые мы будем пробивать различными конфигурациями игл, чтобы толщина была разная. Подобную работу вы сможете сделать дома самостоятельно уже после просмотра этого видео. Залог хорошей татуировки — это правильно и грамотно собранное рабочее место в самом начале. В качестве освещения можете использовать хорошие кольцевые лампы или другое оборудование. Самое главное, чтобы не было теней и ваши глаза не уставали, чтобы вам все хорошо было видно. Когда я рисую линии, мне необходима машинка с минимальным ходом иглы хотя бы 3,5 мм, лучше больше. На этой машинке от компании Z я могу настраивать ход иглы, и это хорошо. Но если у вас более бюджетная машинка и нет регулировки вылета, не отчаивайтесь, обычная профессиональная китайская машинка тоже в принципе подойдет. Многие начинающие мастера путают, что такое ход иглы и что такое вылет иглы. Вылет иглы — это насколько у нас иголочка высовывается из носика картриджа во включенном положении. А ход иглы — это то расстояние, на которое эксцентрик толкает иголку. То есть, если у вас короткий ход иглы, к примеру, 2 мм, то иголка будет бить чаще. А если у вас длинный ход иглы, к примеру, 4,2, то иголка будет бить реже, выставлять пиксели реже. На начальных этапах для начинающих мастеров я бы не рекомендовал засорять себе этим голову. Самое главное — это настройки вылета иглы, потому что от этого зависит толщина линии, пробьете вы линию, либо вы ее не допробьете. Работать нужно на хорошей, плотной, искусной коже минимум 3-4 мм, чтобы вы не пробивали ее насквозь, а также чтобы можно было юзать ее с двух сторон. Лично я юзаю искусную кожу от компании Z, ссылку мы оставим обязательно в описании. Следующее наше действие: мы барьерим рабочее место, барьерим спрей батл и барьерим машинку, прежде всего, чтобы это не испачкать. Далее оборачиваем наш держак тату-машинки специальной бандажной лентой, для того, чтобы машинку удобно было держать в руках и для того, чтобы она у нас не скользила. Это также отразится на хорошем ровном контуре. Капс для пигмента располагаем на двухсторонний скотч. Также можно использовать вазелин, но лично мне больше нравится двухсторонний скотч, так как капс намного более устойчивый. Перед началом работы как следует встряхивайте пигмент. Я использую Аллегорию Black, потому что этот пигмент очень жидкий и очень черный, как при нанесении татуировки, так и при полном ее заживлении. Аккуратно наливайте пигмент и ни в коем случае не задевайте колпачком краски капс и тем более краску. Это делается из гигиенических соображений. Перед началом работы я рекомендую обработать искусную кожу антисептиком для поверхности либо спиртом. Это делается для еще более хорошего сцепления, для того, чтобы трансфер держался лучше. Для нанесения контура я буду использовать иголки, которые расположены в верхнем углу экрана. То, что находится в нижнем углу экрана, мы сегодня использовать не будем, потому что это магнума, которые помогут нам в будущем для плотных покрасов, для теней и для цветовых переходов. Первая иголка, которую я буду сегодня использовать, это иголка 9RS от компании Z. Иголки называются Revo. Иголка 9RS представляет из себя спайку из 9 игл, расположенных по кругу. Я не рекомендую использовать вылет иглы на такой иголке более 4 мм, иначе есть вероятность, что вы перетравмируете кожу и что пигмента будет слишком мало. Во время нанесения татуировки пигмент обязательно должен наноситься в дерму и ни в коем случае не в жировой слой. А это значит от 1 до 2 мм в зависимости от типа кожи и от участка, на котором располагается данная татуировка. Наносим трансферный гель на искусственную кожу. Слишком много геля наносить нельзя, потому что у нас может стереться все изображение, размазаться. Слишком мало наносить тоже не нужно, потому что изображение будет слишком блеклое.
Я думаю, для данной работы нам достаточно будет одной капельки. Капельки, которую мы распределим по всей искусной коже. Лучше это сделать с хорошим запасом, чтобы у вас не было участков, которые не перевелись. Переводим наши линии, которые мы обвели при помощи трансферной бумаги. Фиксируем максимально плотно. А также переводим круги для отработки наших упражнений. Обратите внимание, что один трансфер можно будет использовать сразу несколько раз. Даем нашему трансферу высохнуть, чтобы в процессе работы он не так легко терялся. На искусной коже стираться он будет быстрее, на коже человека держаться он будет намного лучше. На искусной коже для закрепления трансфера можно использовать фен, но в любом случае 10-15 минут лучше подождать. И пока наш трансфер сохнет, я объясню, для чего нам нужно такое упражнение. Обратите внимание, казалось бы, что это упражнение очень простое. На самом деле, такая работа — это страшный сон любого начинающего тату-мастера, потому что провести длинную линию, а также начертить хороший ровный круг — это очень и очень непросто даже для мастера с опытом. Итак, начинаем работу. Погружаем наш носик картриджа в пигмент. Обратите внимание, чтобы носик картриджа и иголка ни в коем случае не задевала дна капса или его боковины. Если вы так сделаете, то сразу же поймете, почему тату-мастера предпочитают черный стиль в одежде. Краска не отстирывается. Это раз. И два, нам ни в коем случае нельзя тупить нашу иголочку. Мы можем вытереть излишки краски об салфетку. Ни в коем случае не надо тыкать иголки в эту салфетку, чтобы у нас бумажное полотенце не застряло между иголочками. Но небольшое количество избытков краски вытереть можно, чтобы разбрызгиваний у вас на искусной коже было меньше. Начинаем вести нашу линию. Прежде всего, ваша задача сесть максимально удобно. Второе. Хорошо фиксируем наши локти. У вас должна быть хорошая фиксация рук. И мы представляем себя самолетом, который плавно входит. Потом ведем линию с точки А в точку Б. Если вы видите, что вам неудобно, мы выходим не резко, а также плавненько, как будто самолет взлетает. Также выходим, если вы видите, что вы немножко съезжаете и уходите влево или вправо. Плавный выход делаем. Используем вазелин для того, чтобы можно было как следует стереть то, что у вас, и посмотреть, что у вас получается. Если видите, что линия у вас плохо пробита, можно пройтись еще раз. Какой делать вольтаж? Вольтаж делаем, какой указал производитель. Если вам сказали, что вольтаж должен быть 5 или 6, не факт, что в вашем случае это верно, потому что на разных машинках используется разный вольтаж. Продолжаем вести линию. Представляем себя роботом. Робот, который ведет линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Мы не можем прыгать слишком высоко, либо слишком низко. Нет, держим машинку ровно. Машинка у вас не должна прыгать выше или ниже. Также мы должны вести линию с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа, не ускоряться. Смотрите, если вам нужно нарастить линию, предположим, вы сбились, либо у вас рука застревает, не нужно куролесить и вести контур куда попало. Лучше плавненько оторвать руку и продолжать вести линию, но ни в коем случае не отсюда. Мы отступаем назад примерно сантиметрик и плавно вводим иголку, как будто самолет взлетает. И на этом участке возвращаемся к 1,5 мм. Продолжаем вести линию. На начальных этапах
Очень сложно не ускоряться. Но нужно не позволять себе это ускорение. Если вы видите, что вы ускоряетесь, останавливайте сами себя. Ведем линию примерно вот с этой скоростью. Если мы будем вести линию слишком быстро, у нас она получится недопробитая. Если мы будем залипать на одном месте, у нас получатся подплывы. И плавно выходим. Обратите внимание, что стираем мы аккуратно уголочком бумажного полотенца, чтобы не стереть трансфер вокруг. Обратите внимание, что линия получается немного полосатая. Это связано с тем, что в нашей спайке 9 иголок. При полном заживлении, при работе на человеке, вы этих полосок уже не увидите, и это считается нормой. Второй вариант, как можно сделать наложение линий. И для чего нам нужно наложение. Потому что если мы будем вести линию отсюда, у нас получится некрасивый стык. Поэтому либо мы отступаем назад и плавно вводим иголку, либо второй вариант, мы ведем линию уже с другой стороны. Еще раз обратите внимание, мы плавно входим, как будто самолет садится. Ведем линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. И здесь мы плавно подходим к завершению нашей прошлой линии, идем, заходя на нее, примерно сантиметрик проходим, плавненько выходим для сращивания линий. Следующая наша контурная иголка — это 7RL. Чем же она отличается от RS? Ну, во-первых, само название 7RL. Что такое 7? В данном случае это количество игл в спайке. В нашей прошлой иголке было 9 игл. Здесь у нас 7 игл, поэтому в начале написано 7. Далее написано RL. Вместо RS, которая была, сейчас у нас RL. Чем RL отличается от RS? В RS мы представляем, как будто мы распилили трубу и иголки расположены по кругу. В случае с иголками 7RL в этой спайке иголки расположены очень близко друг к другу и представляют из себя вот такую форму. Они стремятся в одну точку. И такая иголка получается более острая и более тонкая. Работая этой иглой, вы можете вести линию чуть быстрее, потому что эта иголка легче, и машинки ее легче толкают, соответственно, больше пигмента она под кожу вносит. И чтобы у вас не было подплытий, ни в коем случае нельзя залипать на одном месте. Чем иголка тоньше, тем сложнее ей провести ровную линию, потому что иголка начинает жить своей жизнью. И наоборот, чем иголка толще, тем ей линию провести легче. Еще раз обратите внимание на сращивание линии. Начинаем не с конца линии, а отступаем примерно на сантиметрик назад. Плавненько входим, как будто самолет садится. И здесь мы дошли уже до 1,5 мм. На человеке под кожу мы входим на 1,5, максимум 2 мм. В зависимости от участка и кожных особенностей. В случае с вкусной кожей мы можем сделать абсолютно любой вылет, но под кожу мы входим на 1,5 мм. Ведем линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа, не ускоряясь. Единственная разница то, что мы иголку 7RL ведем чуть быстрее, чем 9RS. Следующая иголка, которую мы будем использовать, это иголка 3RL. Про иголку 1RL, которую все боятся, мы еще поговорим, но сейчас 3RL. При помощи этой иголки мы можем ввести аккуратные тонкие контуры, а также наносить дотворк и вип-шейдинг. Но это видео о контуре, поэтому продолжаем смотреть. Иголка 3RL, она очень легкая, потому что в спайке всего 3 иглы. Вылет можно сделать также 4 мм.
но под кожу мы входим примерно на 1,5. Так как эта иголка очень легкая, сопротивления вы почти не почувствуете. Поэтому этой иголкой очень легко перебить. Вы можете слишком глубоко, нечаянно ввести иголку. Поэтому здесь нужно быть внимательнее. Ведем линию с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Так же, как я и говорил, чем иголка тоньше, тем ей сложнее провести ровную линию. Она начинает жить своей жизнью. Плавно входим. Ведем с другой стороны для наращивания линии. Что еще можно сделать? Так как эта иголка очень легкая, машинка толкает ее довольно легко. И чтобы у нас не было перебития, такой иголкой линию вести лучше быстрее. Это во-первых. Во-вторых, можно чуть уменьшить вольтаж, чтобы также исключить перебитие. Потому что если у нас будет слишком высокий вольтаж на тонкой иголке, тем выше вероятность травматизации и подплытия линии. Несмотря на то, что иголкой 3RL довольно непросто провести идеальную линию, у большинства мастеров эта иголка одна из самых ходовых, потому что она используется для аккуратных тонких линий, для дотворка, для випшейдинга, для проработки детализации, а также для маячков. Поэтому такой иголкой нужно учиться вести контур. Следующая иголка, которой мы сегодня будем вести контур, это 1RL. К счастью, в татуировке такие иголки используются крайне редко, поэтому если вы не татуажник, такую иголку использовать не обязательно, но если вы используете нежные женские работы, мини-татушки, то возможно вы к такой иголке прибегать все-таки будете. В данном случае иголка от компании Z мне нравится тем, что внутри есть стабилизатор, который позволяет меньше трепыхаться этой иголочки. Несмотря на то, что я уже сказал, чем тоньше иголка, тем сильнее ей провести линию. Вот эта вот иголка, она практически как волосок, в любом случае будет повторять форму кожи, как бы вы хорошо контур не вели. Поэтому использовать можно, но тату-мастера используют такую иголку крайне редко. В том числе потому, что здесь у нас одна иголочка и пигмент задерживается в ней крайне плохо. Вот я веду линию, и работать конкретно этой единичкой мне понравилось. Потому что стабилизатор, я как понимаю, решает. Поэтому, если есть возможность покупать картриджи со стабилизаторами, лучше это делать. Итак, переходим к самому страшному сну многих тату-мастеров и особенно начинающих мастеров. Это круги, потому что круг в татуировке набить еще сложнее, чем линию. Поэтому приступаем и смотрим, что из этого получилось. И первая иголка у нас будет 9RS. Плавно входим, как будто самолет садится. Ведем линию, не торопясь. Это что-то похожее на упражнение на задержку дыхания. Мне работать сложнее, чем вам, потому что вы просто можете вести линию, а мне приходится еще и говорить. Поэтому максимальная концентрация, как будто вы просто задерживаете дыхание. Если вы видите, что рука уходит уже в сторону, что неудобно, раз, максимально плавненько вышли. Добираем краску и мы можем на самом деле вертеть искусственную кожу, потому что человека тоже можно вертеть, просто это сделать сложнее. Вот. Ищем удобное положение, хорошо, как следует фиксируем руки и продолжаем вести линию. Плавненько вошли. Тут трансфер уже теряется, плохо видно его. Самое главное не торопиться. Ведем линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Постарайтесь слишком сильно не менять угол наклона машинки. Вы не обязаны вести линию четко по 90 градусов, но и слишком сильный наклон делать тоже не нужно. Руками как следует фиксируйте
искусственную кожу, чтобы она у вас не прыгала и не двигалась, и меньше вибрировала. Вспоминаем, чтобы нам нарастить линию, отступаем сантиметрик, плавно входим и здесь доходим до 1,5 мм. 1,5 мм входит у нас в кожу, машинку держим уверенно, как инструмент. Она не должна прыгать у вас в руках и жить своей жизнью. Как следует фиксируем искусственную кожу. И в будущем при работе на человеке нужно будет ее как следует растягивать. Следующей иголкой будет вести контур еще сложнее, потому что это 3RL. А как мы уже поняли, чем тоньше иголка, тем сложнее ей вести линию, потому что сопротивление меньше и иголка начинает жить своей жизнью. Очень важно, не забывайте, как следует рядом рукой фиксировать искусственную кожу, чтобы она совершала меньше биений, чтобы ваша линия была ровнее. В дальнейшем на человеке при помощи этого движения вы сможете растягивать кожу. На человеке это очень важно. Искусственную кожу мы не сможем растянуть, но кожу человека вы натягивать обязаны. Начинаем вести нашу линию. Садимся максимально удобно. Фиксируем руки. Фиксируем наши локти как следует. Машинку держим уверенно. Под кожу входим 1,5 мм. Ведем линию плавно, не торопясь, не ускоряясь. И самое главное, не забывайте, что в татуировке нужна аккуратность и практика. Чем больше практики, тем лучше. Не стесняйтесь делать свои первые работы на искусственной коже. Как видите, и у меня у самого есть ошибки, потому что дьявол кроется в деталях. Я и вам все пытаюсь показать и параллельно линию провести. Поэтому, если мы говорим про контур, то не забывайте про упражнения на задержку дыхания. Вас ничто не должно отвлекать. Максимальная концентрация, никаких отвлечений. Сидите и залипаете, работаете. Максимальная концентрация. С вами был Павел, канал Территория татуировки. Всем счастья!